Лабораторная работа номер 8. Тема работы чертежи металлических конструкций. Что мы должны сделать? Выполнить чертеж геометрической схемы фермы, чертеж металлического узла и спецификацию. В результате у нас должен получиться вот такой чертеж, как вы здесь видите. Вот подобного рода чертеж. Ну, конечно, то здесь должно быть что? Это пример чертежа. Должно быть все в соответствии с узлом нашим, который мы будем чертить. Теперь, прежде чем мы приступим к выполнению самих чертежей, то нам необходимо сделать маленькое отступление. Ну, во-первых, надо понять, что такое ферма, как они из чего состоят, и как они чертятся, и какие элементы в состав входят. Вы слева видите вот здесь фермы, это металлические конструкции, которые могут быть разной формы. Треугольного, трапециевидного сечения, вот вдруг треугольная, другая, полигонального очертания, ферма с параллельным поясом. Элементы фермы имеют определенное название. На среднем чертеже вы видите, что элементы фермы называются так. Вертикальные элементы называются стойки. Поднаклонные элементы, вот эти все, называются раскосы. Ферма имеет высоту вот эту максимальную h. Это высота в пролете называется. Вторая высота, вот маленькая высота, это высота на опоре. Имеется верхний пояс, вот это верхний пояс, и нижний пояс соответственно. Нижний пояс. Ну, вся длина это L, пролет фермы. И делится ферма на отдельные панели нижнего пояса, которые имеют свою длину. Вот такая конструкция фермы. Значит, ферма изображена здесь одной сплошной основной линией. Чертежи вообще ферм существуют разные. Это может быть чертеж, вот эта схема самой фермы, выполняется в масштабе 1:100-200. Естественно, что все элементы маленькие, и поэтому мы начертить, что здесь есть, конкретно не можем. Но мы здесь даем общие очертания плюс общие размеры. И есть еще чертежи узлов. То есть этих мест фермы, где сходятся раскосы, стойки, нижний пояс или верхний пояс. Из каких элементов состоит вот эта вся ферма? Ферма состоит из элементов, таких как прокатный профиль. Прокатный профиль здесь изображен перед вами. Слева здесь равнополочный уголок, вот это тоже уголок равнополочный. Дальше уголок неравнополочный, двутавр, швеллер. Вот такие элементы, это и есть прокатная сталь. Прокатная сталь может иметь разные размеры, но все ее параметры прописываются стандартом, и в своем сечении она будет одинакова. То есть, если мы говорим о уголке равнополочном, то любой уголок в сечении будет выглядеть именно так. А вот части уголка, обозначенные буквами, они могут иметь свои размеры. Как элементы вот этого уголка равнополочного называются? Вот давайте здесь посмотрим более подробно. Перед вами уголок, часть вот эта называется у нас обушок, крайние части это перо, Б обозначена полка, и эта полка, раз уголок равнополочный, соответственно тоже Б. Если уголок не равнополочный, то у него вот эти полки разные. Также важным элементом вот этого чертежа является положение центра тяжести уголка. Центр тяжести уголка располагается на расстоянии z0, и у равнополочного уголка эти значения одинаковые. У неравнополочного центр тяжести тоже будет находиться здесь, но координаты центра тяжести будут определяться координатами x и координатой y.
Центр тяжести двутавра лежит на оси симметрии, и положение центра тяжести будет определяться координатой y. У Швеллера центр тяжести лежит вот здесь справа, и будет его положение определяться координатами x и координатами y. Вот это основные сведения, что необходимо нам знать. Все вот эти параметры, а также такие параметры, как масса одного погонного метра, площадь поперечного сечения, моменты инерции, все прописано в стандартах на тот или иной уголок. И все необходимые сведения там мы можем взять, то, что нам будет необходимо. Так, надо знать, что в ферме уголки, двутавры и прочие элементы располагаются так, что вот эта линия, проходит через центр тяжести уголка или другого элемента. Это очень важно для того, чтобы мы могли построить чертеж непосредственно узла. Вот это есть предварительные такие вопросы, которые нам необходимо вспомнить, чтобы начертить тот или иной узел, который мы будем чертить. Ну а теперь непосредственно давайте обратимся к заданию. Значит, нам необходимо выполнить чертеж узла. Ну, давайте выберем, какой узел. Например, чертеж узла, узел этот будет N3. Вот чертеж вот этого узла мы с вами и изобразим. Для того, чтобы построить чертеж, нам необходима информация. Информация такая, она дана в условии. Верхний и нижний пояс выполнены из равнополочного уголка 100 на 10. Z0 это положение центра тяжести 2,83 см. Раскосы и стойки из равнополочного уголка 75 на 8. Ну, 75 это полочка, 8 это толщина. Z0 равно 2,06 см. Потом обратите внимание, что в верхнем поясе, в раскосах, уголки расположены полками вверх, а в стойках полками влево, в нижнем поясе полками вниз. И дана масса погонного метра уголков 100 на 10 и 75 на 8. Вот эти данные нам понадобятся для того, чтобы сконструировать наш узел. Но прежде всего мы начнем с того, что сначала построим схему фермы в масштабе 1 к 100. Для того, чтобы было удобнее, я ее увеличил так, чтобы она была видна. Чертим мы слой, выбираем основной и отрезком пролеты, ну, поставим орта 2000 пролет, потом опять 2002, 3, 4, 5, 6. Теперь там, где у нас будет это первый, второй. Вот там, где заканчивается второй, мы должны поставить на стойку 2000. Потом, смотрите, следующее, где у нас окончание, опять 2000. И следующее, опять 2000. Затем соединяем. Так, чуть-чуть выше поднимем. Соединяем вот эти точки. Эту и эту. Затем, там, где первый пролет заканчивается, вот здесь ставим стойки. И далее соединяем. Так. Так. И так. Вот, собственно, наша ферма и получилась. Ферма получилась. Теперь необходимо что сделать?
Я эту ферму всегда возьму, масштабирую сразу в масштабе 1:100. Ну, поскольку так, иначе у нас будет неудобно нам этой фермой пользоваться. Выбрал объект, подтверждаю, выбираю базовую точку и пишу масштаб 0.01. И вот она стала, ферма наша маленькая. Значит, я ее теперь перенесу, выключу орто и перенесу сюда поближе к чертежам. Вот она в масштабе. И, соответственно, перенесу вот это наше изображение вот сюда поближе. И его тоже уменьшу. Так, чтобы было удобно пользоваться. Ну, теперь посмотрим, что у нас получилось. Можем перенести непосредственно прямо вот сюда в чертеж. Вот здесь и будет самое место. Ну и еще перенесем сюда поближе изображение нашей фермы. Так, вот так. И теперь мы можем смотреть на эту ферму, на рисунок, и сразу давайте ее оформим. Оформим ее так. Сначала подпишем. Подпишем однострочным текстом. Наименование узлов. В1, дальше В2, В3, В4, и это будет В5. Я потом их поравняю. Это будет у нас N1, N2, N3, N4, N5, N6 и N7. Теперь выровняем, перенесу их. Вот это V1. Ну а эти вот следующие три, так, чтобы они были на одной линии. Это чуть пониже. И здесь. Я стараюсь так, чтобы они были на одном уровне. И N7 вот сюда. Сразу подпишем еще масштаб. Вот так, как здесь подписано. Геометрическая схема фермы. Так. Один 100. И поставим размеры. Чтобы поставить размеры, слой включим тонкий.
И выберем аннотации. Вот у меня есть, должен быть размет, видите, это S35100. Это означает, что я буду измерять миллиметр, а он будет у меня показывать, подписывать 100. Так, и высоту еще. Вот здесь, в этом пролете. И высоту максимальную. Вот видите, то, что мы строили, то все и получилось. Если ферма состоит из одинаковых пролетов, то пишут не так, как здесь у нас получилось 12 тысяч, а пишут так: 2000 умножить на 6. Все, это мы вручную поменяли, автоматом мы так не поставим. Все, что необходимо. Дальше мы собрались с вами строить узел N3. Вот теперь необходимо сделать следующее. Вот нам надо бы знать вот здесь узел. Ну, угол, который вот в этом узле имеется. Но в нашем узле вот здесь, если здесь 2000, то угол очевидно сколько? 45 градусов. Ну, а предположим, вот, например, вот здесь, в этом месте. Какой здесь угол? Ну, так сразу и не скажешь, да, надо посчитать, какой он есть. Можно поступить гораздо проще. Выбрать вот так все эти элементы, которые входят в узел, и скопировать. И поставим мы вот сюда. Вот наш узел получился с теми углами, которые необходимы. Теперь мы их выберем и преобразуем линию осевую. Вот она осевая. Ну, пусть вас не смущает, что здесь чуть пробелов не видно. Так, это не видно. Давайте проверим. Из-за чего? Из-за масштаба линии. Осевой, да. И на всякий случай проверим, какой у нас тут тип линии осевой. Да, видите, все нормально, такой, как положено. Когда мы увеличим этот узел, то будет у нас линия здесь явно та, которая нам необходима. Теперь я чуть-чуть увеличу. Вот видите, появляются здесь пробелы. Так. Ну, поскольку наш узел сам по себе был большой, то здесь тоже продлим. И здесь. Продлили. Так, продлили. У нас должно получиться идеально горизонтально. Вот так. Продлили. Эту можно еще больше. Ну, в любой момент, когда нам будет необходимо, мы можем это продлить. Так, теперь расположим уголки. Мы знаем, что здесь располагается нижний пояс. И у нижнего пояса должен быть что? Уголок 100 на 10, полками вниз, и расстояние до центра тяжести 28,3 миллиметра. Поэтому я сделаю так. Смещу на расстояние 28,3 и выбираю вот это. Дальше уголок 100 миллиметров. Поэтому я смещаю на 100 миллиметров вот получившуюся линию сюда и сюда. И полка у него 10 миллиметров, поэтому я смещаю на 10 миллиметров вот эту сюда, эту сюда. И преобразую. Вот то все, что я посмещал, я преобразую, это будет у меня линия основная. Вот теперь обратите внимание, что у меня получилось. Вот видите, у меня лежит уголок.
у которого полка расположена так, что она перпендикулярна к экрану, и она находится внизу. То есть я то, что требуется, то выполнил. Теперь точно так же сделаем с вертикальной и наклонной. Ну, то есть со стойкой и с раскосом. Со стойкой и раскосом. Здесь у нас получается, должен быть уголок 75 на 8, и у него z равен 20,6. Поэтому в стойках полками влево должен быть. То есть, значит, обушок должен быть вот здесь, а полка сюда. Смещаем 20,6, подтверждаем, вот сюда. Теперь смещаем 75, это полка уголка, отсюда сюда. И толщина, вот у нас 75 на 8, значит 8 миллиметров. 8, смещаем отсюда сюда, вот так. И теперь, чтобы потом не запутаться, да, где у нас есть что, давайте сразу, что мы сделаем, выделим и преобразуем в основные линии. Вот видите, у нас уголок получился. Теперь точно так же здесь поступим. Опять смещаем на 20,6, подтверждаем, смещаем. Затем смещаем на 75 миллиметров, отсюда сюда, и смещаем на 8 миллиметров, отсюда сюда. Преобразуем получившиеся линии. Вот так. И зададим им слой основной. Вот что у нас получилось. Но у нас, я скажу, что получились они достаточно маленькие. Сам узел у нас будет побольше. Поэтому я увеличу сейчас его. И увеличу вот таким путем. Смотрите, я специально убрал все, чтобы не мешало. Сам узел тоже перенесу. Поставлю, ну вот сюда, скажем. И теперь нарисую здесь квадратик. И теперь возьму вот здесь, где у меня есть обрезы, здесь еще команда есть удлинить. И все это поудлиняю. Так. Вот так я хочу. Так, это вот все удлинилось. Вот теперь будет нормально. Ну, собственно говоря, мне больше этот прямоугольничек не нужен. Теперь нам осталось здесь обрезать уголки. Уголки обрезаем так, чтобы между ними был зазор минимум 40-80 миллиметров. Ну, в зависимости от размера уголка. Чем больше уголок, тем больше зазор. Для наших уголков достаточно 50 миллиметров. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы разместить уголки на специальной детали, которые называют фасонка или косынка, так, чтобы они не касались друг друга. А зачем это нужно делать? Дело в том, что если мы непосредственно сварим уголки друг к другу, то в местах сварки возникают различного рода скручивающие напряжения, и несущая способность уголков будет меньше. Конечно, можно эту проблему решить как? Взять уголок больше, да? Но мы же должны помнить о том, что ферма наша в идеале, чем меньше применены элементы, чем она будет легче, тем она будет дешевле. И это главная цель нашего проектирования. Поэтому, что мы сделаем? Сместим на 50 миллиметров вот эту линию вверх и вот эту вверх. И теперь обрежем все, что ниже. Все, что ниже, это вот что.
Ну, сразу можем поубирать и вот эти элементы, которые нам уже не нужны. Убрали. Ну и, собственно говоря, эта линия нам тоже уже больше не нужна. Теперь смотрите, как обрезались наши уголки. Наши уголки обрезался вот этот под прямым углом, а вот этот под острым углом, что не совсем хорошо. Да? Зачем нам его мучиться резать еще, когда мы можем взять уголок готовый, подрезанный под прямым углом. Поэтому, что оставалось, расстояние 50 мм, мы из этой точки опустим перпендикуляр. Чтобы опустить перпендикуляр, я щелкаю правой клавишей мышки, выбираю переопределение привязок и выбираю нормаль. Это означает, что я выбрал привязку на одну команду. И вот здесь появилась у меня, видите, такой значок нормали и щелкаю. Все, вот это у меня, преобразуем его в основной. Вот этот у меня перпендикулярная линия проходит вот с линии верхнего уголка. Ну и опять же, теперь мы обрежем вот это еще. И вот, теперь мы имеем здесь зазор 50 мм. Необходимо проверить, чтобы здесь было 50 мм. Ну, можем мы проверить. Сместим на 50 мм. Вот эту линию. Раз. Видите, что тут расстояние больше. Иногда бывает так, что тут расстояние оказывается меньше. И эта линия попадет вот сюда. Что тогда делать? Еще этот раз уголок подрезать. В этом случае. Ну, в нашем случае не нужно. Дальше. Нам известно, что длина сварного шва у нас является 100 миллиметров. Поэтому нам надо ее спроектировать косынку так, чтобы обеспечивалась минимальная длина сварного шва 100 мм. Как это сделать? Давайте выберем смещение 100 мм и сместим вот это вверх, ну и, наверное, вот это тоже вверх. И здесь сместим сюда 100 миллиметров. Все, мы выбрали. Теперь смотрите, границы нашей косынки должны проходить вот тут. Проходить так, чтобы захватывать вот это все. Захватывать. Как это можно сделать? Значит, я здесь сделаю так. Возьму слой построения, чтобы мы строили красным и видели. Значит, если мы вот проведем вот так, вот сюда линию, да, под углом, чтобы она вот сюда проходила, то здесь у нас будет обеспечиваться шов 100 мм, здесь будет чуть-чуть больше. Почему я так провел линию? Для того, чтобы получилась форма косынки, желательно либо прямоугольная, либо в форме трапеции. Ну, чем меньше в ней будет разных углов, вот если мы таких углов нарежем, то тем сложнее ее будет изготовить. Поэтому мы вот так и сделаем. Вот так. Затем я ее растяну, продлю дальше. Вот до сих пор. Продлил. И здесь то же самое продлю. Дальше. Вот так. Вот верхняя линия есть. Теперь снизу, что мы должны сделать? И боковые части. Здесь мы должны выступить на 20 миллиметров. Для чего? Для того, чтобы можно было наложить сварной шов. Поэтому я что делаю? Смещу 20 миллиметров. И вот она, пожалуйста, сместила. Только что преобразую ее в красную. Так, дальше что сделаю? Продлим. Продлим ее вниз. Так. Вот так. Здесь это смещу на 20 миллиметров. Тоже сделаю, чтобы было это красное.
построение. Вот так продлим. И что мне остается? Вот, наверное, проведу так. Скопирую. И поставлю вот сюда. Вот так. Ну, видите, требования здесь 100 есть, здесь чуть-чуть больше, здесь 100 есть, здесь чуть-чуть, ну, здесь не чуть-чуть, а намного больше. Больше может быть, меньше нет. Теперь перейдем опять к слою основному и начертим то, что у нас получилось. Начертим сразу так, с учетом того, что у нас есть штриховые линии и сплошные линии. Значит, вот эти, что мы строили для построения, они нам не нужны. Вот это у нас здесь будет идти линия сплошная. Здесь сплошная, сплошная, сплошная. Так, здесь тоже сплошная. И здесь сплошная. Вот так. А теперь включим слой штриховая. И начертим вот здесь. Штрих будет. Дальше. Здесь. И здесь два кусочка. Вот мы с вами спроектировали самую главную часть, это косынку или фасонку. Теперь красные линии уберем, которые были нужны для построения. Вот так должно быть. Теперь осталось что сделать? Сварные швы поставить. Поставить сюда вот эти соединительные элементы, прокладки, которые обеспечивают жесткость. Поставить условные знаки, размеры и выноски. Ну, то есть, другими словами говоря, что сделать? Оформить чертеж. Оформить чертеж. Сам у нас элемент, уже узел полностью спроектирован. Осталось провести оформительскую работу. Ну, поскольку у нас по времени работа получается большая, то мы пока сделаем здесь перерыв и потом в части номер 2 продолжим.